Всем привет! Сегодня мы будем шить комбинезон на малыша. Выкройка бесплатная. Я оставлю в описании ссылку, где я ее взяла. Сейчас скажу, что я поменяла в выкройке. Выкройка стоит размер 62. Я буду шить на ребенка 5 месяцев, но на вырост. После того, как я распечатала, я изначально увеличила тем, что я не срезала поля вот эти вот. Если вы хотите еще увеличить, можно вот так вот, где вот серединку будете склеивать, потому что эти части, они отдельно были, можно в серединку добавить пару сантиметров. Конечно же, лучше, если вы измерите ребенка, добавите дополнительно еще пару сантиметров на вырост, можно 5 сантиметров, чтобы комбинезон был по размеру малышу. То есть вот эта вот часть у меня получилась где-то почти 60 сантиметров, 59,5-60. Эти тоже у меня получились 59-60. Здесь у нас закруглено. Рукав я буду делать не такой, как в выкройке. Там идет рукав с варежкой. Я буду делать с подворотом рукав, поэтому варежка мне не понадобится. Я добавила примерно сантиметров 10, чтобы можно было добавить, еще раз скажу, подворот как варежку, либо можно будет чуть-чуть загнуть. Следок, носочек и ластовицу я оставила такие же по размеру. Капюшон тоже оставила такого же размера. Эти вот детали. Эту деталь мы потом будем вырезать немного длиннее, так как она может не сойтись. Лучше вырезать с запасом. Я просто примерила вот так вот приблизительно, тут не хватает. Поэтому лучше добавить сантиметров 5 сюда потом и лишнее срезать. Ушко я тоже оставила такого же размера. Можно сделать ушко зайчика, лисички, абсолютно любые. Перед была дана только вот эта вот часть. Я ее продублировала, то есть чтобы у меня получился вот такой вот перед весь. В выкройке идет замок прямо посередине, но мне кажется, для ребенка это неудобно, поэтому лучше сделать, если вы будете шить для новорожденного, конечно же, уменьшите выкройку, тоже можно вот посередине лишнее отрезать и уменьшить. То лучше шить 2 молнии, чтобы удобнее было доставать малыша. Так как у меня ребенок уже постарше, я буду делать выкройку молнию наискось. Можно сделать от середины, можно здесь. Я вот тут вот выбрала среднее между этим. И потом разрежу эту часть, чтобы на ткани уже тут были у нас припуски. Выкройка у нас, в принципе, для нас с припусками, но я буду шить с утеплителем, поэтому я лучше добавлю потом еще 1 сантиметр на всякий случай. Если вы будете брать утеплитель, например, 200, то, конечно же, добавляйте 2 сантиметра на припуске, потому что изделие, оно уменьшится из-за такого толстого синтепона. Шить я буду из капитония. Очень такой классный материал, мне он очень нравится. Это трикотаж. Получается, здесь у нас 2 слоя. Сейчас покажу с этой стороны. 2 слоя у нас трикотажа, посерединке тоненькая прослойка синтепона. На внутреннюю часть, на подкладку у меня будет интерлок белого цвета. Синтепон у меня плотностью 100 грамм на метр квадратный. И будет у меня вот такая молния трактор. Я взяла, по-моему, 65 сантиметров. Все, можно приступать к раскраиванию деталей. Раскладываем мы ткань. Складываю я лицом к лицу. Обязательно наш комбинезон, когда мы раскладываем детали, должна длевая нить идти вот так, то есть по кромке. Вот так вот мы не раскладываем наши детали, потому что ткань у нас вот так вот тянется, то есть она у нас должна идти, которая минимально тянется. Вот у нас деталь спинки. Этим вот швом
мы прикладываем к сгибу. Можно выбрать 2 детали, а потом их сострочить, то есть с припусками, но лучше брать по сгибу, чтобы у нас спинка была ровная, без швов. Мы прикладываем, скалываем булавками и добавляем припуски, если надо, как в моем случае. Если не надо, то можно уже без припусков. Рукава мы раскладываем точно таким же образом. То есть можно тоже на сложенную вдвое вот так вот ткань, чтобы они у нас лицом к лицу были, чтобы одинаковые детали были. Точно так же вот эту деталь, ее мы складываем в один слой. То есть смотрим, чтобы, как вы хотите, чтобы была молния. Я хочу, чтобы у меня молния была с правой стороны. Вот у меня лицевая сторона. Я на этой лицевой стороне вырежу. Здесь мы прибавляем также припуск, так как мы будем сюда втычать молнию. И вырезаем. Также, как я уже повторюсь, с учетом припусков. Вырезаем так все наши детали. Итак, вот мы вырезали. У нас получилось 4 детали ушек. Можно было делать 2 детали из внешней ткани, 2 детали из внутренней, но я буду такие делать. 2 детали носочка внешние, 2 детали внутренние. Следок тоже по 2 детали внешней и подкладочной. Ластовица 2 детали. Это у нас 2 детали полоски капюшона. Таких вот у нас получается 2 таких, 2 таких. Рукав 2 таких детали, 2 таких внутренних. Передняя часть. 1 широкая деталь и подкладочная. 1 узкая деталь. То же самое подкладка. И деталь спинки. Подкладочная и внешняя. Теперь, если вы, как и я, будете шить с утеплителем, тогда внешнюю часть мы накладываем на утеплитель и вырезаем, то есть дублируем такие же детали. Я делаю проще, я раскладываю сразу весь утеплитель, раскладываю все внешние детали, которые нужно продублировать, и вырезаю. То есть у меня остаются какие-то куски, а потом уже, когда я соединяю эту часть с синтепоном, тогда уже лишнее обрезаю. Также из капитония я вырезала защитную планку. Ширина ее 7 сантиметров. Я захотела сделать такую. И на кончике я сделала вот такой вот, тут расширила, и на кончике я вырезала вот так вот, чтобы потом у нас была такой защитный клапан, чтобы нечаянно замком не поранить ребенка. Получается, здесь у меня это 9 сантиметров, вот эта вот штучка. А это, смотрите, по длине я произвольно удлинила, потом лишнее обрежу. Где-то около 70 сантиметров, но здесь многовато, потом придется обрезать хвостик. Синтепоном я не буду прокладывать, так как оно достаточно и так плотное. Вот я разложила синтепон и на него лицом вверх сложила капитоний, детали из капитония. И теперь нужно часто сколоть булавками, и по краешку мы будем прострачивать. Прострачиваем вот так по краешку. Я использую специальную иголку для трикотажа. Стоит она как обычная иголка. Мне кажется, она должна быть у каждой.
Если краешек загибается, поднимаем аккуратно лапку, поправляем и дальше, не спеша прострачиваем. У меня натяжение на двоечке, натяжение нити, и ширину стежка поставила 3. Делаю обычную строчку, прямую. Еще хотела сказать, что когда мы прострачиваем, мы ткань не растягиваем, мы аккуратненько помогаем ей идти, потому что если мы будем растягивать ткань, то у нас трикотаж перекосится. Если вы шьете из курточной ткани, то это не касается. Просто аккуратно помогайте ткани. Теперь обрезаем лишний синтепон и точно так же делаем со всеми нашими деталями. Ушки мы складываем лицом к лицу, прострачиваем по круглой стороне. Если хотите, можно добавить слой синтепона. Я добавлять не буду. Вот эту планочку с клапаном мы складываем лицом к лицу и прострачиваем вот здесь вот, только эту закругленную сторону. Потом выворачиваем, и дальше уже можно будет вшивать планочку. Вот так у нас получилось. Можно подрезать лишний припуск и сделаем на отсечке по круглой стороне. И можно выворачивать. Вот такая у нас получилась деталька. Потом мы ее будем пришивать к молнии. Вот так вот у нас будет все аккуратненько и красиво. Вот, когда мы прострочили ушко, я прострочила на ширину лапки. Можно срезать лишний припуск, ставить поменьше. И также делаем на отсечке. Теперь выворачиваем. Хорошенько расправляем наше ушко. Теперь складываем пополам. И прокладываем здесь строчку, чтобы наше ушко красиво лежало. Вот такое получается ушко. Вот это вот лишнее внизу можно срезать. То же самое и другое ушко наше. Ушки у нас готовы. Кстати, ушки я брала, вырезала без припусков. Если вы хотите ушки побольше, то можно добавить припуски. Или если хотите поменьше, наоборот, уменьшить. После того, как мы прострочили наши детали синтепоном и вырезали, нам нужно на тех деталях, где в выкройке есть метки, их перенести очень внимательно. Можно было их перенести, когда вырезали, сразу обводили, можно сейчас сделать. Рукав, он в действительности очень похож, что как будто он одинаковый, но на самом деле есть небольшое отличие. Вот когда мы складываем, это видно. Вот эта часть, это где метка стоит, это передняя часть. Где у нас меточки нет, это задняя часть. Внимательно раскладываем, смотрим, чтобы у нас наши детали совпадали. И ставим меточки
точно так же на второй детали рукава, и еще у нас спереди тоже на передних деталях есть меточки, вот там, где мы будем соединять рукав. Что касается рукава, так как я не делаю такие варежки, я буду делать такие кармашки, манжетик, в который можно будет вывернуть и спрятать ручку. Для этого я отдельно вот нарисовала, сложила вот так вот пополам. И обвела, отдельно вырезала, сколько я хочу примерно длину. У меня 7 сантиметров. И вот вырезала на отдельной бумажке. Только я еще раз ее продублировала, потому что я буду делать со сгибом детальку, чтобы мне было легче вырезать. Вы можете вырезать по 2 таких детальки на каждый рукав. Можно, как и я, продублировать, сделать одну детальку, потом ее согнуть. Вот такая вот получилась деталька. Вот она у нас со сгибом, чтобы было красиво. Но также, я говорю еще раз, можно вырезать отдельно. Также не забываем добавить припуски по 3 сторонам, если вы будете делать, вырезать отдельные детальки. Если будете вырезать, как я, со сгибом, тогда только по этим сторонам добавить. Можно и снизу добавить, если вы хотите, чтобы еще чуть длиннее было. Я эти 7 сантиметров уже учла с учетом припуска внизу. Так, мы складываем нашу детальку лицом к лицу и прострачиваем по прямой линии. Тут у нас чуть-чуть скошено получается, а здесь у нас получается прямая. Прострачиваем настолько, сколько мы отступили припуск. Далее мы выворачиваем аккуратненько, расправляя наш уголочек вот этот. Для того, чтобы было красивее, я отстрочу вот здесь вот линию. Чтобы ткань не ездила, я сколю булавочками всему периметру, аккуратненько расправляя шов. Прострачивать здесь можно на любое расстояние, я буду чуть больше сантиметра. Теперь берем наш рукав. Там, где меточка, еще раз повторюсь, у нас перед. Мы прикалываем эту часть к задней стороне. Находим здесь серединку. Можно сделать надсечку, можно просто карандашиком отметить. Теперь берем рукав, смотрим, где наша меточка. Меточка наша должна быть спереди, это передняя часть. Кармашек мы прикладываем к задней части, там, где нет меточки. Прикладываем к скошенному краю и аккуратненько прикалываем. Теперь берем и прокладываем строчку вот здесь вот по краешку, где-то пару миллиметров. И также можно по краешку пристрочить вот эти края, но я их обработаю зигзагом. Для трикотажа это в самый раз.
Вот такой вот кармашек у нас получился. Там можно будет вот так вывернуть. То же самое мы делаем с другим рукавом. Должно получиться вот так вот. Тут наши меточки, это перед, это задняя наша часть. Теперь нам нужно пристрочить нашу молнию. У меня молния длинная, разъемная, потом лишнее я обрежу. Молния у нас должна располагаться вот так. Расстегиваем ее. И прикладываем вот таким вот образом. То есть вот она у нас так была в расстегнутом виде. И прикладываем, получается, лицом к лицу. Здесь можно оставить вот этот хвостик. Пристрачиваем нашу молнию. Можно воспользоваться специальной лапкой для пристрачивания молнии. Можно сколоть булавочками, можно приметать, если вам сложно. Я сколю булавками. И то же самое здесь, лицом к лицу. Тоже оставляем хвостик. Я обычно сначала пристрачиваю одну часть, а потом сверяю, чтобы они у меня были на одинаковом уровне, и прикалываю вторую. То есть сначала я занимаюсь вот этой деталью, а то откладываю. И теперь прострачиваем. Хвостик я сразу закладываю вот так вот. Вот так вот у нас получается. Теперь застегиваем молнию нашу. И точно так же накладываем лицом к лицу нашу вторую деталь. И смотрим, соединяем тут наши детали, наши горловины. Расправляем молнию. И отмечаем вот здесь вот, где заканчивается наша молния. Карандашиком делаем пометку. Тут можно где-нибудь еще в серединке совместить. Мне этой достаточно метки. То есть тут у нас будет заканчиваться наша строчка. Расстегиваем. И точно так же лицом к лицу прикладываем, совмещая нашу метку. Точно так же прикалываем и пристрачиваем. Вот мы пришили молнию. Еще забыла сказать, что мы до конца не дострачиваем, чтобы потом пристрочить нашу планку. И теперь проверяем нашу молнию, как она у нас сходится. Все у нас тут получается ровненько. И здесь у нас ровненько. Теперь можно пристрочить нашу защитную планку. Эту часть мы откладываем. Планочку я еще на всякий случай, чтобы было проще пристрачивать,
Прострочила зигзагом по всей длине. Теперь еще хотела сказать, что эту штучку можно было бы сделать отдельно, ее пристрачивать, но я решила сделать одной деталью. Мне так удобнее, меньше слоев. Так, вот этот хвостик мы загибаем. Можно его либо аккуратненько заколоть булавочкой, либо приметать, чтобы он не мешался. Совмещаем мы вот этот край с этим краем и аккуратненько подворачиваем вот этот наш хвостик, чтобы у нас образовалась такая вот защитная планочка. Регулируем мы сами по длине вот таким вот образом. Чтобы она у нас не сместилась, ее лучше вручную приметать. Вот таким вот образом должно получиться. Можно сделать ее поменьше. В общем, приметываем аккуратненько вручную, сами регулируем, какой длины у нас будет эта вот защита маленькая. Примерно где-то вот так вот. Вот я приметала. Вот так вот сначала к замку у меня получилось. Здесь я уже не приметывала, можно тоже приметать. И приметала молнию по всей длине, на всякий случай. И вот так вот у нас должно получиться. Теперь можно пристрочить. Только смотрите аккуратно здесь, где молния. Здесь большое утолщение, поэтому лучше медленно, аккуратно прошить это на машинке. Вот так вот у меня получилось. В общем, в принципе, можно было это закругление и не делать, а просто сделать эту прямоугольную, а потом, я с этой стороны покажу, вот так вот ее уголком подвернуть. То есть, получается, зря я сделала, наоборот, даже неудобнее получилось. Ну, вот так вот вышло. Теперь мы застегиваем нашу детальку эту. Берем нашу заднюю деталь, лицом к лицу совмещаем наши плечевые швы, скалываем булавочками. И прострачиваем на швейной машинке на сантиметр, либо на ширину лапки. Вот такая у нас получилась деталь. Теперь нам нужно пристрочить наши рукава. Берем рукав, смотрим, чтобы наши меточки совпадали. Здесь у нас серединка. Так вот лицом к лицу мы должны приколоть. Вот эту меточку мы также совмещаем. Совмещаем края. Здесь то же самое.
Если вам сложно, можно еще дополнительно сметать нитками и потом прострачивать. Прострачиваем также на ширину лапки, либо на сантиметр. То же самое мы делаем и со вторым нашим рукавом. Совмещаем метки, прикалываем и пристрачиваем. Вот так вот у нас получается. Вот так вот рукав. Теперь нам нужно сделать наш капюшон. Эту деталь мы пока откладываем.